Петличка сломалась, поэтому, извините, буду говорить без нее сегодня. Mercurial Euphoria – это плагин, цифровой клон реального усилителя Bogner Ecstasy. Я обожаю сравнивать плагины и их реальные прототипы. Конечно, сегодня гораздо легче сделать несколько абстрактных усилителей, и прилепить туда громкое имя, которое будет впоследствии эти усилители продавать. Или сделать так называемый список моделей based on на каких-то, то есть основанных на каких-то реальных усилителях. Лично мне вообще нафиг не нужно ничего видения этих усилителей. Мне нужны максимально точные клоны в цифровом исполнении. Для чего мне нужны плагины? Ведь у меня есть куча усилителей. Во-первых, потому что не всегда мне хочется подключать что-то, и подключить хочется просто включиться в карту и играть. Во-вторых, усилители тоже должны иногда отдыхать. Допустим, когда я даю уроки, мне нужно включиться в карту и не греть лампы весь день. И, естественно, мне хочется играть с теми же ощущениями, с тем же комфортом. Я попробовал усилитель Mercurial Euphoria, и мне очень понравился. Я долго ходил вокруг да около. Но, в общем, в какой-то момент я решил попробовать. Мне очень понравилось, и, естественно, при всех этих его достоинствах, при всем том, что мне понравились ощущения и то, как он звучит, мне захотелось сравнить, насколько он близок к оригиналу. Оригинала у меня нету. У меня нету Bogner Ecstasy. Я играл через Bogner Ecstasy когда-то, но так вот в прямом доступе у меня его нету. Но он есть у моего друга Макса. С Максом мы знакомы уже лет 10. Это великолепный гитарист. У него замечательные треки. Он прекрасно владеет инструментом. У него отличная коллекция гитары, отличная коллекция усилителей. Кстати, ссылку на музыку Максима я оставлю в описании. И на его инстаграм тоже. Оставлю ссылку в описании. Обязательно зайдите, послушайте. Так вот, я просил Максима сделать следующее. Записать через сплиттер DI в компьютер, а второй сигнал пустить через его Bogner, который был подключен к нагрузке Universal Audio Aux. У него нагрузка Universal Audio Aux. Без эмуляции кабинета, то есть директ-сигнал. В общем, грубо говоря, директ-сигнал с Bogner и параллельно этот же DI. Чтобы сравнить впоследствии этот сигнал, директ-сигнал с Bogner и звук Mercurial. Настройки усилителя, какие мне необходимо было бы услышать, я ему скинул. Он их установил. Сейчас в Logic у меня на одной дорожке Bogner реальный, на котором висит импульс, и на второй дорожке DI, на котором висит Mercurial плагин и тот же самый импульс. Прежде чем я включу вам сравнение, я хотел вам кое-что сказать по поводу разницы в звуке, каких-то нюансах. Есть глобальная разница, когда звуки совершенно из двух параллельных вселенных. А есть определенная погрешность, которая зависит от ручек, они дают довольно сильную погрешность, которая зависит от ламп. Это вообще критически важный момент. Поменяйте пару ламп в своем усилителе, и вы услышите совершенно разный тональный окрас, разное количество гейна, компрессии, всего такого. Старые, новые лампы. Все это критически важный момент для звука. Из-за этого может быть отличие. И, естественно, нагрузка, реактивная нагрузка, через которую был подключен Bogner Ecstasy, тоже дает свою окраску. Любая реактивная нагрузка дает свою окраску. Она по-своему работает с частотами. Каждый производитель старается сделать, чтобы это было максимально незаметно, но любая реактивная нагрузка дает свою окраску. Это как минимум три параметра, которые могут вносить свои нюансы. Постарайтесь послушать звук, общее у этих звуков характер, вот его уловить и вокруг этого всего сравнивать. И, естественно, я не жду от плагина стопроцентного попадания. Это, на мой взгляд, практически невозможно. Если вы хотите Bogner Ecstasy, купите Bogner Ecstasy. Тем не менее, результаты сравнения вот этого теста меня поразили. На мой взгляд, вот для меня подобное попадание и подобная схожесть достаточная, чтобы спокойно пользоваться этим плагином. Он мне в любом случае нравится. Просто теперь мне еще и приятно, что
Ребята проделали большую работу и сделали хороший, отличный плагин, практически идентичный клон настоящему усилителю. У них был свой прототип, с которого они, я имею в виду Bogner Ecstasy, который они купили и сделали с него плагин. У Максима свой, это два усилителя разные, взятые из разных частей света, которые мы столкнули лбом, лоб в лоб в сравнении и получили, на мой взгляд, отличный результат. Что хочется сказать? Ребята из Mercurial, продолжайте в том же духе. Я жду еще 2-3, чем больше, тем лучше усилителей, которые вы сделаете, используя подобные алгоритмы. Я обязательно их попробую и обязательно сравню при возможности с оригиналом. Окей, все, я включаю сравнение. Слушайте и пишите свои впечатления в комментариях. Yeah.